Беларусь приближается к шестому Всебелорусскому народному собранию. Первое состоялось в далеком, но знакомом 1996 году, когда Александр Лукашенко поменял Конституцию и обрел нынешнюю полноту власти. Сейчас, когда нам надо сделать решительный шаг вперед. С тех пор собрания проводились каждые 5 лет – в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах. Обычно собрания проходили в год президентских выборов и имели яркий девиз, под которым Лукашенко вступал в предвыборную кампанию. «Только народ вправе решать свою судьбу», говорилось в этих девизах, или «За сильную и процветающую Беларусь» и тому подобный популизм. В этот раз вышло все иначе. Перед выборами про собрание как-то позабыли. А вот после, когда власть получила хорошую взбучку, например, на встрече с рабочими завода колесных тягачей 17 августа, Лукашенко пообещал, что все-таки поделится президентскими полномочиями. Правда, не через улицу и не под давлением, а с помощью всенародного референдума. Тут-то власть и вернулась к идее Всебелорусского собрания. Звучит красиво, по крайней мере для людей, незнакомых с местной реальностью. Форум, который, по словам Лукашенко, является органом прямого народовластия и в котором участвуют все слои населения, соберет предложения по изменениям в Конституцию, отберет лучшее, упакует и подаст на всенародный референдум. На практике вышло все иначе. 28 декабря минувшего года появился указ президента, и уже на следующий день стартовало выдвижение делегатов, которое закончилось уже 6 января. И пришлось таким образом аккурат на период новогодних праздников. Важно понимать, что выдвижение делегатов на Всебелорусское собрание всегда имело очень мало общего с выборами в привычном смысле этого слова. Процедура выборов в органы власти регулируется избирательным кодексом, в котором четко прописано, как выставить свою кандидатуру или попасть в избирательную комиссию, как стать наблюдателем и что делать при возникновении спорных ситуаций. Это не всегда работает, но хотя бы ясно, как оно работать должно. Собрание же всегда было не органом власти, а скорее предвыборным шоу сторонников Лукашенко. Процедура выдвижения делегатов определяется его указами, постановлениями оргкомитета и традиционно была окутана туманом. В указе о созыве 6-го Всебелорусского собрания и комментарии к нему говорилось, что участники форума избираются местными советами и крупными общественными объединениями. От каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска не более 370. Конкретный же механизм выдвижения кандидатур должен был определить оргкомитет во главе с премьер-министром. Судя по всему, он и определил. Только никакого документа, проливающего свет на то, каким образом обычный человек может предложить свою кандидатуру местным советам на рассмотрение, нигде опубликовано не было. И негосударственным журналистам распаковать его не удалось. Вообще. Государственная пресса писала статьи о том, что механизм выдвижения делегатов Белорусского народного собрания логичен и объективно оправдан. Но сам этот механизм так и не раскрыло. А вот как печатный орган администрации президента ответил на вопрос: по какому принципу отбирают делегатов для участия в собрании и могу ли я стать одним из них? Самое главное требование к делегату, чтобы он был конструктивно настроен на то, чтобы сохранить и укрепить достижения Беларуси, а не разрушить их. Просто так, с кондачка, на это никто не способен. Для этого нужно долгое время отшлифовывать свое политическое кредо и свою политическую грамотность. Поэтому совет молодым людям: проявляйте активность и будьте конструктивны, любите свою страну и желайте ей добра. Такое ощущение, что они перепутали себя, чиновников, и Беларусь. Беларусь-то мы любим. Так кому же в итоге посчастливилось оказаться среди участников Всебелорусского собрания? По регионам картина выглядела так. Около 70% это депутаты районных и городских советов, как правило, из какого-то регионального начальства, и оставшиеся 30% от провластных общественных организаций. Объединяющая почти всех чиновников Белая Русь выдвинула 250 человек.
Ходячий труп позднесоветского комсомола БРСМ 140 человек. Кого-то выдвинули Союз женщин и Федерация профсоюзов. Еще к этому добавятся депутаты парламента. Но они же должны представлять все слои белорусского общества, удивитесь вы. А по мнению власти они и представляют. По мнению власти, директор крупного предприятия представляет несколько тысяч человек уже потому, что он ими руководит. Что до предложений по изменению Конституции, коих по сообщениям государственной прессы было собрано почти 20 тысяч, стоит понимать, что их собрали. Но никто ведь не обязан серьезно принимать их во внимание. Никакого такого закона нет. И вы можете предложить собранию что угодно, хоть засеять Марс картошкой, а оно соберется и из всех предложений выберет одно, то, которое поступило из администрации президента. Что поступит из администрации президента, мы пока не знаем. Но нельзя не заметить, как государственная пропаганда на фоне затухающих протестов резко изменила тон. Один из ключевых вопросов повестки 6-го Всебелорусского народного собрания – перераспределение полномочий между ветвями власти. Такое перераспределение предусматривается не для ослабления роли президента Республики Беларусь, а для открытия перед главой государства более широкого спектра возможностей по определению стратегии развития страны. Похоже, что чем-либо реально делиться уже никто ни с кем не собирается. И если так пойдет дальше, то закончится этот праздник прямого народовластия ровно одним. Народ еще раз почувствует себя обманутым.